Здрасте, с вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. Сегодня очень необычный выпуск, потому что у нас в гостях Данила Орлов. Таня, здравствуй. Я твой фанат, честно. Просматривая видосы от Дани Орлова, я преисполнился DIY. В 8 лет он собирает схемы на реле, в 11 уже настраивает контроллеры и частотники. Офигеть! В итоге я не удержался, и мы позвали Даню своего бати к нам в мастерскую, чтобы вытворить какой-нибудь проект. Этакий изобретательский экспромт от Крастера и поколения Альфа. Посмотрим, что из этого выйдет. Сложно найти человека, который настолько умеет ковыряться, учиться самостоятельно собирать все. С чего у тебя вообще все это началось? Почему ты в 8 лет собрал автоматическую кофеварку? Просто когда маленький был, мне розетки нравились, это все. А потом как-то захотелось что-то больше, и там уже началась автоматика, вот это все, опускатель. Кстати, опускатель не знал в 5 лет, что это такое вообще. Но все равно разобрался, как работает. Да, это вообще офигенно, на самом деле. Каким образом ты вообще разобрался? Ну, то есть, что ты использовал? Мозг свой, и все. Можно так. Я рад приветствовать тебя в нашей мастерской. И это на самом деле то, на что бы я хотел, чтобы ты посмотрел, потому что твой путь приведет тебя, ну, как минимум, вот в такое место, а скорее всего и гораздо дальше, сложнее и круче. Я в 8 лет в носу ковырялся и в игры на компьютере играл, и вообще ничего не умел. А то, что делаешь ты, у меня просто взрывается мозг. Пойдем, я тебе покажу вообще в целом нашу мастерскую, посмотрим нашу лабораторию. Я постоянно забываю, что мы повысили регалии, что это все-таки лаборатория уже, не просто мастерская. О, этот, как он? Меч. Меч Блейда? Да. Да, у нас здесь собраны ошметки. Были у тебя в жизни случаи, когда что-то шло не по плану и в итоге взрывалось? Конденсаторы у меня много взрывались, они еще взрываются маленькие, так прям жестко. Только замыкали провода, когда не было изоленты, и все. Ничего серьезного, да? Ну да. Очень внимательно насчет техники безопасности будь добр, пожалуйста, потому что я на своем опыте проверил, что когда по-разгильдяйски к этому подходишь, оказывается потом, что половины мизинца нет. Я шучу. Кстати, пневматика есть еще. Пневматики, да, куча, кстати. Да. Что-то мы сегодня, я думаю, точно скрафтим из этого всего. Ура. Я давно пневматику не крафтил у себя. Хозяин-барин. Помнишь, как эта штука называется? Осциллограф или генератор сигналов? Генератор сигнала у нас есть. Ты умеешь осциллографом пользоваться? Да. Я нет. Так, а это что такое? Это на... Педалька. Да. Давай посмотрим, нет ли там датчик Холла внутри. Нет, это концевиковый. НЦ, НО, да. Кстати, НЦ, да вот такая она пригодится, чтобы подальше отойти. Кстати... Шарики. Вот что, они какие-то, не знаю, нам... Нет, 9 миллиметров, там сильно много будет давления. 8. Вот дадим много, что нам сегодня мешает. Так, смотри, у нас здесь есть какие-то некие трубки. Где вот надо, знаешь, ровно 8 миллиметров, прям ровно, и вот что-то похожее, наверное, это 8 Давай миллиметров. смотреть. Ну-ка вот эту, дай попробуем, разрешает. Ну, не, он вылетит, но... А мы, может, пожар забьем? Миллиметр. Ну, кстати, да, можно пыш. Ну, давай вот эту возьмем. Все, огонь. А как будем питаться? От чего? Розетка. Нет, я про пневмолинию. Чего? Пневмолиния у нас есть прямо вот Сколько? здесь. 10 атмосфер. О, вообще офигеть. Как раз как надо, 10 бар точно как надо. На быстросъемчиках. Все как Нифига надо. себе. Самый проверенный работающий метод. Безусловно. Ну и где тут должна получиться пушка? Так вот же она. Если вы планируете покупку авто с пробегом, то на Авто.ру сейчас можно бесплатно получить отчет Авто.ру об истории машины с пробегом всего лишь за звонок. Ну разве не пушка? Видите вот эту отметку? История авто бесплатно. Это значит, что подробную историю тачки можно получить бесплатно, достаточно просто позвонить по номеру из объявления, а после звонка придет полный отчет в подарок. В отчете много полезных данных, например, о пробеге и количестве владельцев, о ДТП и юридической чистоте, и в том числе использовалось ли авто для такси. Все эти данные собраны из тысяч различных источников, в том числе закрытых. Короче, все как мы любим, в одном месте, по разделам, в удобном формате. А это экономит кучу времени и денег, тем более, что количество бесплатных отчетов
отчетов не ограничен. Например, вы нашли несколько подходящих объявлений, звоните и потом довольны изучаете информацию по каждой машине. Да уж, тут без инструкции не разберешься. Зато в отчете Авто.ру все понятно и без нее. Узнать прошлое авто и купить его гораздо проще, чем собрать эту малютку. Так что узнавайте историю авто бесплатно за звонок на Авто.ру. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Пойдем смотреть, что у нас есть по донорам. У нас есть вот такие вот всякие штуки. Соответственно, все, что лежит в этом ящике, можно нещадно переделывать под то, что мы хотим. У меня была идея такой, надо ручкомет, вот этот компрессор, вот, типа вот такого же сандалить, но жалко, что они 2 бара максимум накачивают и все. Разве 2 только? Ну, вроде да, но может вот этот больше накачивает. Он, Слушай, ну 8-то нам должно хватить. Ну, можно, но попробовать запустить его, если будет. Можем скрафтить какую-нибудь автоматику какую-нибудь, чтобы нажимаешь, у нее сам перезаряжалась, она забирала пульку и... Я так не люблю делать магазины автоматически. Нет, это легко. Можно, знаешь, как не снизу подавать, а сверху. Вот такую трубку взять, просто туда насыпать, и все, и закрыть. И можешь позже какую-нибудь, любую вообще добавить. Это вот магазин. Так. Почему ты еще у нас не работаешь, я понятия не могу. Там, короче, чувак хотел сделать штуку, которая, как они, бубликами вот стреляет. И он юзал клапаном. Мне такая идея пошла. А что если вместо этой конуса этого возьму и прикручу туда дуло? Бубликами? Это который бублик? Вот это, как вы делали, загнетушители, которые СК, бах. Бублик такой, который невидимый, который что-то. Вот мы и нашли ресивер, я тебя понял. Это такой. Закрома! Вот эти откручивать, получается, придется. А вот это менять, сюда какой-нибудь типа фланец другой, чтобы накачивать туда резервуар. А зачем нам вот эти откручивать? Они или надо... надо... съемок, смотри. Нет. Шпынь? Нам, ну да, можно, кстати, но вот здесь надо будет заглушку поставить. Давление, чтобы нагнать. Или заводить. Или клапан. Нет, туда мы клапан не поставим, он слишком большой. Думаешь? Ну да. Как ты понимаешь, как электричество работает? Вот так. Ну, что такое электрический ток? Ну, это, по сути, электроны, которые движутся, плюс он, получается, вперед движется, минус назад. А магнетизм? Откуда берется? Ну, из магнита. Или, я не понимаю сейчас. О, сейчас тебе прикол покажу, кстати. А, я понял, катушка. Катушка и да-да-да-да-да-да. Короче, вот тебе вопрос. Выключаем электричество. А, ну это намагничивание происходит там. Намагничивание вот этого. Начал магнититься, да? Да. Почему? Ну, потому что магнитное поле создается. А откуда оно берется? От катушки, которая некуда энергии деваться, просто в проводах она на сердечник идет и вот так вот перемагничивает. У тебя же в обычном проводе, вот если мы его в катушку не будем собирать, когда ты пропускаешь электрический ток, там же тоже магнитное поле вокруг образуется. Нет, потому что у тебя нету замкнутой цепи здесь. Нет, ну я имею в виду, да, вот ты берешь батарейку, пропускаешь через провод электрический ток, да? Угу. У тебя берется магнитное поле вокруг проводника. Угу. Откуда? Так же. То, что здесь происходит сейчас. Не буду тебя мучить теорией. Сам хотел узнать, откуда электромагнитное поле берется вокруг проводника. Так, а здесь у нас что? У нас фитинг. Я так понимаю, это просто фитинг. Не знаю, но может что-нибудь пригодится. Давай вон там что-нибудь посмотрим. Есть актуаторы. Вот это самое такое балдежное. Я их просто обожаю, эти актуаторы. Они прям бомбезные работают. Так, и на дне, я так понимаю, у нас ресивер там какой-то импровизированный. О, вот это нам подойдет. Да, такой мы один берем. Это нам на чем у нас будет управлять вот этим, я думаю, к актуатору. Так, давай, мы определились. Мы сегодня делаем пушку пневматическую. Да. Которая будет управляться у нас электричеством. Будем использовать розетку, блок питания лабораторный. Что нам еще пригодится? Можно вот это пусть будет штука. Мы сейчас ее внутри там контакты подключим, так, чтобы понажать раз, она включилась. Ага. Ну, короче, чтобы клапан туда и сюда делал. Погнали. Давай. Эй, бич, переходи на мой Twitch. Давай, ты говори, что делать, я буду делать. Давай вот эту зачистим. Чтобы вот сюда надо примотать, чтобы контактить. Кстати, вот хорошо, что НЦ есть. Просто релюхи городить это такое. Ну, мы сейчас что-нибудь придумали все равно. Ну, я бы релю поставил. Нам нужен какой-то мультиметр, да, сейчас проверить? Да, я, в принципе, запомнил, какой там куда.
Нет, ну нам надо убедиться в том, что он действительно начал работать. Так, это мы сразу на пол ставим, чтобы нажимать на нее. Который какой? Какой? Это у нас нормально разомкнутый, это нормально загнутый. Изучаем. И нормально вот мы куснем. Так, Работает? а что у нас НЦ не работает? НЦ, видишь? Ага. А он может быть сломан запросто. Есть еще один не подключенный. Давай его пробовать. Есть питание, видишь, помогает. Но не работает. А давай мы сейчас вот что поймем. У нас, смотри, 2 элемента уже выпало. Мы думаем, что они негодные. Давай проверим, насколько у нас цепь вообще правильно работает. Давай Звякнем. попробуем. Он сейчас у нас соединен. Правильно? Видишь, у нас на проводах ничего нету. Оп. Значит, лезем в педаль. Что-то неправильно. Что-то не работает. В этом году будет 15 лет, как мы завели этот канал и начали морочиться здесь всякими штуками, рассказывая вам о чуть-чуть науке, больше технике, технологиях, экспериментах. Я считаю, моя работа на планете Земля выполнена. Как только я вижу, как Даня справляется с компонентами, я просто вижу, насколько далеко пляшет его мысль в сборке, в процессе этих наших приколов. Я умываю руки, мне пора на пенсию, я считаю. Это просто какой-то кошмар. Картину буду рисовать, как Джим Керри. Или садоводством, может быть, займусь. Я думаю, изоленту синюю не надо будет применять. Как без нее? Надо будет, конечно. Если не заработает, то синюю применим. Класс. Вот эта вот белая труба, которая идет, Да. это все пневмолиния для питания инструмента. Рубай! Ладно. Углы. Давай, держи пневмо. Цилиндр. Чё? Ну, вот так вот. А почему так это медленно? Знаешь, что я делаю в таких случаях? М. Диман! Мгм. Класс. Но он не настолько прям быстро. Ну, он не так, чтобы уж прям мы могли что-то пулять с помощью него, да? Они мощные, они быстрые, они толкают, но не так, чтобы уж прям мгновенно. Блин, была бы NE 555, Это кто? та, которая импульсы дает. Вот так уже было поделать. Чтобы автоматически, короче, как на молотке. Или там они, кстати, электрику оставили. На молотке, да. Да. Псих. Сейчас будет бах-бах-бах. И насаживаем так как вот это вот так. О, все. Дорогой дневник, мне не подобрать слов. Звук был как будто бы все. Да. Мы его сожгли. Ну, бывает. Воняет. Чувствую. Бывает, это же процесс-то. Дело-то Ой, вот житейское. здесь. Да, тут непонятно. Вот здесь вообще крабовым шалатом. Ой. Дым. Да, крабовым. Так, а реле у нас как? Релюха у нас... Да, я их в глаза не видел. И вообще этим генератором импульсов, кроме Галилео, мы, мне кажется, первый раз будем пользоваться. Это, вот как раз. Пожалуйста, Да. мощное реле. Как раз нам нужен квадратный, да? 80, да. 86, 85. Что происходит? Что творит? Что началось вообще? Ну-ка, проверим. Да, подойдет. Что у нас по схеме? Давай включим. Ща будет. Вот такая скорострельность будет. Вот воздуха у нас вот здесь вот есть. Мы это зафигачиваем. У нас идет Шток. Шток. Пока в открытом состоянии. в открытом состоянии. Здесь мы делаем подачу шаров, пружины, да? Шток у нас полый, да? Да. И когда он закрыт, нам надо, чтобы... Закрой, вот, делал так, что он закрылся. Да, вот закрылся.
Нам надо Вот где-то... здесь будет дырочка, и он полый. И вот здесь он тоже полый. И как раз вот здесь будет шар. Вот здесь, получается, будет шар стоять. После того, как он закроется. И нам надо, соответственно, чтобы еще вот через это отверстие... Оно будет как раз всегда, вот в этом моменте, оно всегда будет, должно быть закрыто. Так, главный вопрос самый, как нам соединить вот этот вот пистолет с получается, трубкой, да. А вот где, вот она. Мы Есть. сейчас, вот здесь, получается, сверлим, да? Она как раз больше, да? Мы сверлим здесь дырку вот такого же сечения, вставляем, и в эту уже сверлим дырку, переворачиваем, заглушиваем вот эту сторону. Нам бы по-хорошему, может, еще корпус сделаем фанеры? Можем. Давай с фанеры. Так, подключаем газопневматику. Это похоже, знаешь, на что? На страйкбольный привод. Только там электрическое управление, электромеханическое получается. Он еще так барабанит, слушай. Ты чувствуешь, как он нагревается? Да, то, что будет... Ну, ты прикинь, 24 раза в секунду это происходит. Сюда радиатор еще надо напаивать. Да, кстати. И Прикольно. воздух подавать, чтобы он охлаждал еще в обратку всю эту историю. О, Все, точечку поставили. Слушай, сварилось. Хорош. Мы в процессе решили заменить алюминиевую вот эту деталь, потому что есть некое подозрение, что сталь с алюминием не сварится. Вот. А у нас куча всяких тут кусочков лака. Дай деду поиграться. Тут уже чисто пошла история, зацените, как я могу, потому что до этого кусок этого отверстия я прогрызал напильником, и оно замечательно работало. Есть седловинка у нас под обойму. Что нам осталось? Срастить вот эту штуку и обойму мной а где? изобретенную. Ну, давай изолентой и потом клеим. Давай, может быть, мы на одну из этих ее уже посадим. Не, я хочу сейчас все сделать, а потом уже к основе примерять. Тебе задача, знаешь, какая? Я устал. Вставать нельзя. Надо, короче, под угол, чтобы она прямо ровно туда шла. Здесь бы изолентой пройтись сначала. Я не любитель изоленты. Вот оно, поколение термоклея. Здесь просто термоклей будет намного лучше, чем изолента держать. Не знаю, как вам, господа, а мне очень нравится результат на данном этапе. Все это выглядит как часть, прекрасная часть технического творчества. Посмотрите просто, посмотрите, как все сделано. Сделано все быстро и при этом все еще и работает. Нам осталось прикрепить это на свою деревяшечную основу, чуть-чуть подшаманить, чуть-чуть закрепить вот эту вот обойму, чтобы она не шаталась. И мы готовы пулять. Погнали? Давай. Ей! Двухшланговая релейно-пневматическая винтовка конструкции Дани Орлова. О, ну-ка. Так, давай.
Видишь, слышишь, прыгают они там внутри? Давай, да, я заткну. Не, Пальцы нет, там надо... прижать. Давай же, да, жми их. Обойма вылетела. О, летит очередями. Поле как бы... Давай. 24 метра в секунду. нормально. 25 почти. Ох, 31 метр в секунду. 31 вообще неплохо. Ну что, будем считать, шалость удалась? Ну да. Короче говоря, как и ожидалось, штука у нас проработала не очень долгое время, постоянно требует пусконаладки и постоянно требует ковырять ей всякие узлы. Но самое главное, то, что я видел сегодня и вчера, меня дичайше удивляет. То есть мысли, которые ты думаешь, которые бегут быстрее, чем я успеваю сообразить, это дико круто. Я абсолютно уверен, что, Дань, ты изобретатель с очень диким талантом. Самое главное тебе решить, ты хочешь это дело развивать и хочешь ли ты научиться какому-то другому подходу, чем вот этому, знаешь, с напрыга, когда ты собираешь только ради удовольствия, чтобы все заработало. Если да, то факультет робототехники в Бауманке, я думаю, тебя даже вместо школы просто вот так вот раскидаешь там все, что нужно. Но нужна, конечно же, усидчивость и обретать какой-то новый опыт, учиться другим штукам, станкам, например, и проектировке, чтобы все можно было собрать из ровных классных деталей. Тебе спасибо большое, что пригнал к нам сегодня. Я дико кайфанул. Мне кажется, я просто на пенсию скоро уйду такими шагами. Вы говорите, вот, зумеры. Посмотрите, чувак гений. Всем спасибо за просмотр. С вами был Даня Крастер. Можешь попрощаться. Всем пока. Засранцы. Увидимся в следующий раз. Покедова. А теперь надо убираться, наши любимые.